Вы будете в шоке, но на одном маленьком острове, который расположился совсем неподалеку от знаменитой туристической Венеции, когда-то сжигали людей живьем. В этом видео я расскажу вам, почему красивый остров в Италии возглавляет топы самых страшных и опасных мест в мире. Как из обычного артиллерийского форта сделали психбольницу, а также зачем выращивали пшеницу на местах массовых захоронений людей, погибших от чумы. А в конце ролика вы услышите настоящие отзывы очевидцев, которые побывали в этом зловещем месте. Приятного просмотра! Сегодня Венеция стала одним из главных туристических городов Италии. Красивые ухоженные улицы, древняя архитектура, огромное количество разных каналов и особенный колорит рукотворных построек вперемешку с дикой природой. Ради этого туристы приезжают в Венецию. Лично я восхищаюсь ее красотой. Но мало кто знает, что неподалеку от этого замечательного города расположился, пожалуй, самый страшный и опасный остров, который заброшен уже сотни лет. Павелья – такое название он носит сейчас. Считается, что его основали в далеком 421 году нашей эры. По крайней мере, первые упоминания датируются как раз в это время. Тогда он был заселен людьми, и так продолжалось долгие годы. Однако в 1379 году жителей острова перевезли в другие города из-за нападения Генуэзского флота, и с тех пор остров был полностью заброшен. В 1645 году правительство соорудило специальный укрепленный артиллерийский форт в южной части острова Павелья. В те года он должен был помогать обороняться от нападения врагов. В итоге примерно сотню лет на нем обитали лишь военные, которые несли службу. Но после того, как в 1776 году остров передали Венецианскому управлению здравоохранения, на нем начали происходить ужасающие вещи. В 1793 году из этого места сделали настоящий изолятор для моряков, которые плыли в Венецию. В те года в Италии вовсю бушевала бубонная чума, которая уносила миллионы жизней ежегодно. И правительство понимало, что моряки, которые переносят это заболевание, могут заразить местных жителей Венеции, и их нужно было где-то содержать. Остров оказался полностью закрыт, а попасть на него могли лишь некоторые медицинские работники и пара чиновников. С тех пор Павелья стал настоящим филиалом ада. Люди, которые попали на него, были обречены на мучительную смерть. Дело в том, что в XVIII веке еще не было никаких лекарств от чумы, и от нее погибали почти все. А с учетом того, что все жители острова были заражены, шансов выжить у здоровых людей попросту не было. Павелья стал последним пристанищем для всех, кто на него попадал. Пока я готовил для вас это видео, я наткнулся на ужасающие кадры массовых захоронений. На небольшой глубине можно было обнаружить останки десятков и сотен человек, каждый из которых погиб от чудовищного заболевания. И, как мне кажется, болезнь оттуда никуда не ушла. Как известно, бубонная чума переносится грызунами, а на этом острове их очень много. И даже спустя сотни лет они могут переносить это ужасное заболевание. Мне кажется, показывать кадры последствий болезни не самая лучшая идея. Достаточно просто прочитать описание симптомов. Бубонная чума – это острое инфекционное заболевание, которое протекает в исключительно тяжелой форме. Больные страдают от лихорадки, у них воспаляются лимфоузлы, внутренние органы и легкие буквально гниют изнутри. Также больные чаще всего умирают от сепсиса. Заболеть ей в XVIII веке означало погибнуть со 100% вероятностью в страшных муках. В общем говоря, все те, кто попадал на остров, были обречены. Но помимо массовых захоронений на острове можно найти и более ужасное место. Там сжигали трупы больных чумой. Это отдельная часть Павельи, где погибли тысячи людей, и многие из них были живы. Дело в том, что церемониться с больными никто не хотел.
как и дожидаться их кончины. Некоторых убивали прямо на месте, а кого-то сжигали заживо. Вся эта часть острова буквально засеяна пеплом и останками людей. Те, кто побывал в этом месте, утверждают, что почва реально выглядит так, будто там был огромный пожар. Почва очень темная и рыхлая. А некоторые утверждают, что к берегам других островов до сих пор иногда прибивает обугленные останки людей. Некоторые из них были отправлены в лабораторию на исследования, и анализы показали, что им несколько сотен лет. Страшно представить, какие ужасы творились в этом месте. Но, к нашему счастью, чуму все-таки получилось победить. Болезнь сошла на нет благодаря новым методам лечения. Но из острова Павелья не стали делать курорт, как это было с Венецией. На нем открыли психиатрическую больницу. И, по слухам, там содержались люди с самыми тяжелыми случаями заболевания. И то, в каких условиях они там жили, пугает меня до мурашек. По сути, там был открыт настоящий концлагерь. Никто не собирался лечить людей, страдавших от шизофрении. И остров, как и был филиалом ада на земле, так им и остался. В больнице проводили ужасающие опыты. Физические пытки были нормой, так что попавшие туда люди все равно были обречены на смерть. Так мало того, что их избивали, проводили операции без какой-либо анестезии и просто издевались над ними, так еще и проводили ряд психологических опытов и экспериментов. Страшно представить, что было с людьми, которые там оказались. Из обычного человека, который страдал от галлюцинаций, или тех, кто страдал от бреда, делали настоящих, извините за это грубое выражение, овощей. В общем, всю историю остров Павелья продолжал оставаться адским местом, куда не пожелаешь попасть даже врагу. Больница просуществовала примерно 40 лет, а затем была закрыта. После этого остров использовался для выращивания сельскохозяйственных растений. Правда, это продолжалось совсем недолго, да и мне кажется, это было не лучшей идеей. Выращивать пшеницу, как и любую другую культуру, которая потом попадала на прилавки магазинов Большой Европы, на местах захоронения больных чумой, было плохой идеей изначально. И с тех пор остров окончательно забросили. Въезд на него был официально закрыт. Но некоторые смельчаки в обход запретов все-таки посещали остров. И в наше время. И то, что они говорили о нем, повергает меня в шок. Сам вид заброшенного человеком острова и так приводит в ужас. Полуразрушенные здания, прогнившая крыша, которая постепенно разрушается и падает на кафельный пол, стены и ставни, заросшие плющом, и разбросанные железные койки психбольницы. Все эти кадры могут привести в настоящий ужас. Все буквально усеяно следами человеческой деятельности. Помимо ржавых больничных коек можно увидеть и более ужасающие вещи. Например, в некоторых комнатах все еще сохранились операционные столы с инструментами. Возможно, когда-то именно ими вскрывали людей прямо без анестезии. И сквозь глухую тишину изредка можно услышать скрипы и шорохи. Скорее всего, эти пугающие звуки в гнетущей атмосфере издают как раз те грызуны, ящерицы и многоножки, которые теперь населяют остров. Но некоторые поговаривают, что они слышали настоящие крики людей. И это при том, что на острове нет ни одного человека. Пугает, не так ли? По легенде, за время бушевания чумы на острове пропало около 16 тысяч человек. Другие источники утверждали, что больных было свыше 100 тысяч. Все они были брошены умирать в муках без еды и воды. И даже останки этих бедных людей никто не похоронил с почестями. На острове организовались настоящие могильники, куда людей сбрасывали как скот. Поговаривают, что из-за таких ужасов на острове до сих пор тысячи неупокоенных душ. Видимо, поэтому Павелья и называют пристанищем призраков. Хотя местные жители все это отрицают, но у меня складывается ощущение, что они просто успокаивают туристов, чтобы те оставили побольше денег. Почему? Да потому что остров постоянно патрулируется охраной. Попасть на него просто так невозможно. Видимо, государство все-таки что-то скрывает от нас.
и лишь те счастливчики, которым удалось проскользнуть мимо патрулей, смогли описать происходящие там вещи. Хотя, казалось бы, что там охранять? Естественно, я нашел и ужасающие легенды, ходящие вокруг острова Павелья. Поговаривают, что опыты проводились намного хуже, чем то, что я озвучил ранее. Там орудовал настоящий психованный доктор. Для своих экспериментов он использовал особенный инструмент. Например, он проводил людям трепанацию черепа, когда те были еще в сознании, а для этого требовался специальный бур, который напоминал обычный штопор для бутылок вина. А еще он проводил лоботомию, которой как раз-таки и лечили психически больных людей. Если кто не знает, лоботомия – это метод воздействия на мозг. Через глаза человека буквально вбивались молотком железные штифты и прутья. Врачи считали, что так они повреждали часть мозга, в которой были изменения, приводящие к психическим заболеваниям. Так что я не удивлюсь, что эта история была правдой. По легенде, этот доктор проводил свои опыты прямо на колокольне. Крики людей были слышны по всему острову. Возможно, и сейчас эти неупокоенные души пытаются связаться с нами. По легенде, доктора настигла настоящая кара. По некоторым данным, он стал видеть призраков своих пациентов, и они сводили его с ума. В один день он не выдержал и прыгнул с крыши колокольни, покончив с собой. Ну а другие источники указывают, что это был злой дух, который просто столкнул доктора с крыши. Самое пугающее то, что доктор не погиб сразу. Одна медсестра, которая работала в то время, утверждала, что после падения мужчина был еще в сознании. Но некоторое существо, напоминающее черного призрака, задушило его. И с тех пор душа этого ужасного человека бродит по острову в поисках своих новых жертв. Я нашел отзывы людей, которые все-таки смогли побывать в этом зловещем месте. И вот что они говорят. Когда компания молодых парней приближалась к острову на лодке, их телефоны в один миг отключились. На острове стояла гробовая тишина, и лишь странные звуки доносились из помещений бывшей психбольницы. Было ощущение постоянного присутствия кого-то еще. Парни видели настоящие тени, которые двигались в их сторону. Они шепотом произносили «Уходите отсюда». Некоторые говорят, что неизвестные сущности даже могли прикоснуться и толкнуть. Ну а последней каплей для молодых и крепких ребят стало то, что они услышали ужасающий крик с колокольни, будто кого-то заживо режут. При этом на острове были только они. А после того, как крик поутих, в тишине раздался звонкий колокол. Хотя его сняли несколько десятков лет тому назад, перепуганные ребята поспешили покинуть остров. С трудом заведя мотор лодки, они уплыли оттуда. И все оставшееся время их мучили настоящие кошмары во сне. Души умерших там людей твердили одно и то же. «Зачем вы меня побеспокоили?» Многие из них сошли с ума. Есть и еще одна история. В 20 веке одна богатая семья выкупила остров за бесценок. Они планировали сделать из него дачу, дома отреставрировать, привести в порядок дворы, засеять красивые растения и газоны. В общем, сделать это адское место настоящим раем. И в один день они всей семьей отправились на остров, чтобы осмотреть его. И им пришлось остаться на ночевку. На следующий день, когда они вернулись, лицо их дочери было изуродовано неизвестным существом. Девочке пришлось наложить более 20 швов. Врачи утверждали, что лицо пострадавшей было разорвано пальцами, а на щеках были видны следы укусов человека. Всех ее родственников тут же обследовали, чтобы понять, кто совершил такое ужасное преступление. Но никаких следов насилия с их стороны не было обнаружено. Родители, как и девочка, утверждали, что они видели и слышали плачущих женщин и ужасающие силуэты измученных людей. Об этой истории даже написали в нескольких популярных итальянских газетах. С тех пор никто не желает выкупать этот остров, и он остается заброшенным. Но, возможно, это место смогут посетить все желающие через несколько лет, если, конечно, такие будут.
В 2014 году правительство Италии заявило, что они будут проводить аукцион по сдаче острова в аренду на 99 лет. Эта ужасающая новость смутила буквально всех. Местные жители, которые скрывают ужасающую правду, твердили, что не нужно этого делать, а люди, которые побывали на острове, всеми силами отговаривали от идеи передать остров кому-либо. Правительство планирует восстановить здания бывшей психбольницы и переоборудовать их в отель. А из той части острова, где заживо были сожжены десятки тысяч людей, хотят сделать большой сад. В общем, это будет очередное место, где люди смогут отдохнуть. И мне кажется, если бы не репутация этого зловещего острова, то идея была бы неплохой. Посудите сами, красивый остров посреди залива, отличная природа, красивые виды на город, тишина и уют. И, конечно же, отдельный пляж, где никто бы вас не потревожил. Кажется, остров Повелья стал бы настоящим райским местом. А вообще, попытки восстановить инфраструктуру острова уже предпринимались в 20 веке. Тогда хотели провести реконструкцию зданий, чтобы их можно было снова использовать в государственных целях. Но эти реставрационные работы были прекращены по неизвестным причинам. Поговаривают, тогда без вести пропало несколько рабочих, а тех, кто смог вернуться, твердили о странных звуках и призраках, постоянно терроризирующих строителей. Но лично я бы никогда не сунулся в отель, расположенный на этом острове. Слишком много пугающих факторов, которые я уже озвучивал. Кто знает, может, все-таки все эти призраки, крики и ужасы, которые происходят с людьми на острове, это правда? А вы бы хотели ночевать в номере, который раньше был операционной палатой, где людям заживо и без анестезии вскрывали череп или ставили ужасающие опыты? Пишите об этом в комментариях. В этом видео я рассказал вам все факты и легенды, которые ходят вокруг острова Повелья. И лично мне кажется, что все это на самом деле правда. Иначе такое богатое государство, как Италия, уже бы давно восстановило остров и сделало бы из него очередной курорт. Спасибо за просмотр.